И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами отправились уже на север, на северо-запад, и нашли деревню Янвик, где местные дворфы поклоняются какому-то непонятному местному богу. Вот, который, наверное, по своей сути является не богом, конечно, а просто каким-то монстром. Вот. И мы решили к нему наведаться. И мы обязательно к нему наведаемся, но сначала мы посмотрим на сокровище капитана Хенки. Единственное, что я заметил, это то, что наше задание на немного пожирателя душ, оно на 2 уровня выше, а сама локация на 1 уровень выше. Неизвестно, что это значит, но это мы скоро узнаем. Ну что ж, поехали. Сокровище капитана Хенки. Здесь нет ничего необычного, если не считать нескольких булыжников, выложенных в виде треугольника. Вы сравниваете эту пустошь с пометками на карте. О да, он спрятал свое сокровище здесь. Вы копаете, пока лопата наконец не натыкается на мешок с монетами и не рвет его по шву. Вы опускаетесь на колени и принимаетесь разгребать богатство. Не замечаете угол закопанного сундука. Вы быстро раскидываете землю и взламываете крышку. На свету переливаются драгоценные камни и другие сокровища. Кольчуга Магнеры. Превосходное качество. Класс защиты 10. Укус клинка плюс 5 ко времени восстановления атакующего. Суммируется до 3 раз на 20 секунд при критическом попадании для оружия ближнего боя. Клепанные звенья. Класс защиты плюс 2 колющий. Вот так вот. Ничего особо крутого мы здесь не нашли, я бы сказал. Кольчугу можно, конечно, проапгрейдить. Но это средний доспех, опять же. А кто у нас в среднем ходит? Вот у нас ходит Эдер в среднем. В принципе, ему как раз 10. Неплохо. И плюс ее еще можно зачаровать. Зачаровать ее можно ответственность, стойкость, воля, устойчивость к воздействиям силы, либо плюс 2 класс защиты дробящий. Зачаровывается она за чешую, шпилевую губку, шкуру и вилюне. Устойчивость к воздействиям сила. У нее получится все прокачано для легендарного качества. Для легендарного нужно 30 тысяч и сапфир. Ладно, пока не будем прокачивать, просто оставим его так. Это уже неплохо, это уже хороший плюс у него. Так, это у нас будет с двуручником. Причем его можно было бы зачаровать. Минус 4 цели при критическом попадании, отклонение минус 4 в течение 45 секунд. И урон от критического попадания плюс 15. Ну, кстати, можно превосходное качество зачаровать. И легендарное, в принципе. Зависит от денег для зачарования, как видите, нужно очень много. Вот, но не будем пока на легендарное зачаровывать. Зачаруем на отклонение минус 4 при критическом попадании, потому что это полезно. Или больше урона. Нет, лучше пускай будет вот так. Да. Все, отлично. Так, его еще можно зачаровать на легендарный, но мы не будем сейчас этого делать. Давайте посмотрим, что у нас у главного персонажа. Шепот Йенвуда. Мертвая тишина убирает шепот мертвых. Или
Или точность урона критического попадания. Надежность, непоколебимость. +1 к телосложению при критическом попадании. Превосходное качество. Ну, давайте превосходное качество сделаем. И доспехи, возможно, тоже. Ложное отступление, полученный урон -25, неуязвимость атаки, выход из боя. Отклонение +5 против оружия ближний бой. Отклонение +5 против оружия дальний бой. Легендарный предмет Сафира нужны. Отклонение +5 против оружия. Пускай будет лишним. И вот здесь еще можно будет потом прокачать, но это такое. Нам не особо нужно бегать по разным местам. Так, а у нас тут нагрудник отличного качества. Так, а я вот что-то сейчас не помню на тему класса защиты. Чем больше, тем лучше, по-моему. Да, и вот тогда у нас, смотрите, у нас тут, ребята, есть какой-то предмет, исцеляющий плоть, у которого класс защиты 11. Это прям овер. При том, что это тоже легкий доспех. А, но тут время восстановления плюс 20%, правда. Ладно, тогда понятно, почему оно такое. Может быть, его можно зачаровать и убрать это? Экипировка браконьера. Нет, нельзя. Так, хорошо, смирение. До чего можно зачаровать? 10 шансов противостоять одним и другим атакам. Ладно. Вроде бы немножко прокачались. Ну что ж, давайте попробуем. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, у нас ничего не получится сейчас. Но мы, по крайней мере, попробуем. Если не получится, просто пойдем круг спур. Вот. И после круг спура над северным горизонтом давлеет одинокий пик, обращенная к вам сторона которого представляет собой огромный прогнивший череп. Над вершиной зловеще бьется гриф. Приближаясь к основанию горы, вы различаете отдающийся в раскрытом рту и глазницах барабанный бой. Зайти в рот. Верхняя челюсть скрывает от глаз синего неба. Откуда-то из глубины поднимаются голоса. Вы не одни.
Прямо как из моих кошмаров. Эотен обыватель. Писарь-ведьмак. Интересно. Я забыл нажать. Ну ладно. Поехали. Случайно нажал не туда, куда я хотел. Нет, стоп, не сюда. Не сюда. Сюда. Да, ребята, тут не весело. Все, что я вам скажу. Страж могил еще какой-то. А лота убили совсем. Ну давайте еще разочек попробуем. Не получится, пойдем докачивать уровень. Потому что я чувствую уже, что этот бой довольно сложный. Просто сейчас я немножко затупил в самом начале. Хотя не то, чтобы это, конечно, на что-то сильно влияло. Забраться в глазницу. Неровная изъявленная поверхность скалы позволяет вам забраться к самой переносице. Барабанный бой отдается в черепе вибрации, периодически откуда-нибудь падает камешек. Давайте к левой. Вы карабкаетесь к краю глазницы. Перед вами резкий спуск во внутреннюю полость черепа. Внизу темно, играют отсветы света и раздаются голоса неизвестных. Чтобы спуститься, нужны соответствующие приспособления или немного ловкости. Спуститься обратно. Давайте к правой. Вы подходите к правой границе. Вниз и низкой глубины внутренней полости ведет короткий спуск. Войти в глазницу. Откуда-то из глубин доносится легкий аромат разогретых жаровин, обещание света и тепла. Вы останавливаетесь, чтобы осмотреться. В ушах пульсирует барабанный бой. Ну, мы сейчас с другой стороны просто заходим. Мне кажется, я однажды видел это место на карте. Или на татуировке.
Ясненько. Волшебная палочка отличного качества. Понятненько. Но, кстати, что-то я не вижу, чтобы на нас эти накладывались травмы. Или они теперь где-то в другом месте показываются. Сильный ожог. Хроническая слабость. Да нет, здесь они показываются. Просто они как-то теперь... А, вот, сюда нужно смотреть. Короче, тут все понятно. Но здесь ловушки будут. Их будет много, видимо. Мы почему-то их не находим. Что еще раз подтверждает, что здесь уровень повыше, чем мы привыкли. Да, ребятки, тут будет весело. Ладно, в общем, мы просто не будем пытаться сейчас. Тут сразу понятно, что все довольно сложно. Может быть, возможно пройти это, конечно, на таком уровне сложности, но мы не будем этим заниматься, пока мы не прокачаемся. Я почему-то, правда, нажал выйти, а не загрузиться. Ну ладно, сейчас загрузимся. Кстати, сколько нам там сейчас опыта надо для того, чтобы попасть на следующий уровень? О, ребята, прилично, прилично. Вот видите, полосочка только началась. Ладно, это не страшно, у нас есть куча заданий по побочной, опять же, сюжетке. Поэтому мы сейчас ими и займемся. Ну, давайте уже, раз уж мы здесь, только доисследуем верх этой карты. Полоса островов. Пристанище изгоя, гибельное болото. Отличное название локации, просто изумительное.
Чумной корабль. Горизонтом поднимается световой сигнал. Вспышка расходится красноватым облаком. «Зараженный корабль, капитан!» – тихо говорит Беодул. «Похоже, ровотайская жонка. Они просят помощи». Ора безумная, малышка Люка беспокойно переглядывается. Беодул придвигается к вам. «Надеюсь, не нужно напоминать, что было в последний раз, когда мы встретили зараженный корабль». Малышка Люка только усмехается. «Риск есть везде. Даже без подзорной трубы вы видите, что по палубе бродят вполне живые матросы». «Хорошо, подходим». Ваша команда подводит корабль к зараженному судну, и вы видите капитана. Из ее шеи сбоку торчит ярко-белая кость. «Боги!» — хрипит она. «Вы пришли помочь?» Вы опускаете взгляд на ее руки и ноги. Вокруг запястья и лодыжек выступают такие же костные щепы. В основании каждая разверзлась красная, сочащаяся рана. На ноги поднимается один-единственный матрос. Его горло почти полностью скрыто жутким воротником костных выростов. «Мы готовы на обмен. У нас есть пара зачарованных перчаток». Он тяжело упирается на мачту. Меж странных наростов со свистом вырывается воздух. Капитан хмурится. «Спасибо, Урока. Я знаю, как высоко ты их ценишь». Моряк только качает головой. «К чему семейная ценность мертвецу?» «Чем заражена твоя команда?» «Римбан Сюдх», — хрипко выдыхает капитан, дрожащим от страха голосом. «Костница. Половина моей команды уже мертва, и, боюсь, вылечить остальных тоже не удастся». «Выберите самого тяжело больного матроса. Мы заберем его на борт, отсмотрим и выдадим лекарство». Ура безумно таращит на вас глаза. «Капитан, ты совсем? Это же косница. Римбан Сюдх. Чума движущейся белизны. Если мы заразимся, нам конец». «Я сказал». Или, передвигая ноги, матрос бредет с зараженного корабля на ваше судно. Ваша команда расступается перед ним. Кое-кто осеняет себя охранительными знаками или бормочет молитвы Кримбрагранду. «Просто не знаю, как вас отблагодарить», — говорит капитан. «Если бы не вы, даже не знаю, на что мы могли бы надеяться. Пожалуйста, прими это в знак моей благодарности». Он протягивает вам небольшую коробочку. Спасибо. После короткого осмотра больной матрос возвращается на корабль с хорошим запасом лекарств на всю команду. Моряки устало, но все же с надеждой машут вам на прощание. Быстрое касание Эгора. Поймать пулю. Если запас здоровья больше 50%, с вероятностью 5% урон от оружия для дальнего боя будет снижен на 0. Ловкость +1, +5 скорости действия для оружия. Вы поднимаете флаг и отходите с зараженного корабля. Неожиданно Ирена хрипло кашляет и нервно озирается по сторонам. Матросы скрипят зубами и бормочут проклятие. Похоже, инфекция пришла на ваш корабль. Двое матросов затеяли спор на палубе. Выбросить рыбу за борт. Кристаллическая пустыня. Тут вообще, как видите, больше, чем на 3 уровня. Второе поле боя, напаленная долина. Давайте сюда заглянем. Сначала нужно в опаленную долину, видимо, заглянуть. К тонкой линии моря на горизонте ведет широкая полоса черного песка, которую то там, то сям разрывают зазубренные камни. Большой груды камней вы замечаете какое-то движение. Между каменными столпами отдыхает группа эотенов. Одно из двухголовых чудовищ дремлет. Его глаза прикрыты, подбородок упал на волосатую грудь. Второй сидит на солнце, спрятав ноги в песок и хлопая по нему своей тяжелой ладонью. Кажется, что он полностью погружен в это нехитрое занятие, но 4 глаза дают ему прекрасный обзор.
Третье чудовище почесывает свою спину метлой. Один громкий рот зевает, другой негромко похрапывает. Других этого вы не видите, но возможно еще несколько рыщет среди камней. Эптер подводит вас ближе к Атену, и одна из его голов поворачивается к вам, видимо, заметив вас краем глаза. Одним движением чудовище поднимает большой комок песка со своих ног и швыряет его в вас. Снаряд рассыпается еще в воздухе, но часть его попадает прямо в ваши лица. Потом получает травму. В общем, мне нужно было пытаться скрытно подойти, потому что мы, видимо, не можем выбирать, за кого скрытно подходить, только на отряд там. А у нас скрытности, по-моему, ни у кого нет. Я вот постоянно забываю о том, что здесь так это работает. Кстати, мы под доминирование каким-то образом кидаем. А, это этот паралич накладывается стеной. Кстати, классная штука, это стена, видимо. Раз она паралич накладывает. Громилы. Не знаю, нужна она зачем-то нам или нет. Возможно, для апгрейда какой-то, опять же, оружия или брони. Так, а здесь, по-моему, собственно, ничего-то и как бы и нет. Я так понимаю. Это просто типа переходная локация. Ну да. Уже ни одного кустика, ничего нет. Бушающая бомба, свиток зимнего ветра, чешуйчатый доспех, нагрудник. Рахода Рацаи. Рисовое вино, золотой обль, Римовлянской торговой компании. О, смотрите. Так, это кто-то за нами идет, и почему он за нами идет? Гриторикс. Ратун. Не знаю, что за ратун, но хорошо, если он за нами идет, пускай идет. На абордаж пойдем сразу. О, какие-то злые ребятки. Викинги местные, что ли?
Угу. На нас тут так серьезно долбанули. Но это им не поможет, я думаю. Он получает ранг. И тут смотрите, очень много денег, кстати. Здесь монеты с экипажем. Кровобытный огонь, вымпел Дрексуда, кровобытный огонь. В общем, это, видимо, какая-то раса, которая живет вот в этих огненных местах. Хорошо. Так, где мы находимся? Мы находимся вот тут. Рахут Рацай, видите. Ладно, давайте, короче, пока отложим наше исследование до следующего момента, потому что мы сейчас опять будем плавать всю серию. Вот, идем на Орио Каики. Если не ошибаюсь, нам сюда нужно за тем, чтобы пообщаться с плодотворным советом. Сейчас. Так, подождите. На Орио Каики и поговори с вождем в Ахаке. Орио Каики. Вашу команду настигла опасная хворь. Болезнь начинается с мелочей. Там кашель, тут озноб, но проходит уже совсем немного времени, и команда уже не в состоянии работать. В конце концов, ваши матросы падают на палубу. Их запястья и лодыжки бугрятся костяными выростами. Прорывая кожу, острые щепы оставляют на ней алые незаживающие раны. Повсюду разносятся страшные стоны умирающих. Ирена находит вас в вашей каюте. Сквозь скрытое окно слышно, как кого-то рвет. Еще немного, твоя команда не сможет работать, капитан. Они и так на пределе. Малое заступничество. Просить помощи богов. Найти корабельного врача. Не хочешь мне рассказать, почему все матросы больны, Ора Безумная? Рембрандт Утх, рассечает Ора Безумная. Косница, это все тот чумной корабль. Если ничего не делать, больные начнут умирать. Что мне делать? Ора Безумная почувствует переносицу. Лечить, надеюсь, наших запасов хватит. Доставай наши лекарства, пусть все получают все необходимое. Ора Безумная возвращается из трюма с небольшим сундучком, наполненным черной почвой. Целостные черви. Они питаются немощью, которая вызывает разрастание костных шпор. Процесс неприятный, но это поможет спасти жизни. Потом Ора Безумная раздает матросам живое лекарство. Лекарство помогает, а ваша команда быстро восстанавливается. Скоро они уже распевают матросские песни на палубе. Ваше плавание продолжается. Такие, как видите, вот так это все происходит. Интересно. Просто единственное, что нам теперь... ну хотя, как, лекарство у нас 85 из 200, это не особо-то и проблемно. Ну что ж, Орио Каики, давайте побеседуем.
Искать Орио Каики в поисках сенсорного ключа. Поговори с вождем Вахаки. Этот знак, он похож на то, что мы видели на брошенном корабле. Узор напоминает символ сенсового ключа. Ночной тростник. Молодая женщина подходит к краю утеса и с довольной усмешкой смотрит вниз. Ты охотился в джунглях, чтобы добыть шкуры животных, но поляна была пуста. Что? Экера, поляна была пуста, я говорю. Ты не задавал никаких вопросов, хмурится она. Ты вернулся по собственным следам на корабль, туда, где безопасно. Она поднимает лук и накладывает стрелу, прицеливаясь в вас. Слушай, я просто хочу поговорить. Поговорить-то можно? Нет, если ты не умеешь слушать. Она со вздохом опускает стрелу к земле. Если собираешься мне зубы заговаривать, то давай покороче. Ну что это за место? Скажешь, что тебе пришлось проделать такой путь, даже не зная, что ты здесь встретишь? Она с интересом наклоняет голову. Ты стоишь перед жилищем Вахаки, нашей крепостью, нашим убежищем, нашим храмом. Чужаки здесь не нужны. Я хочу поговорить с тем, кто у вас главный. Тогда говори со мной. Руасара не тратит время на чужаков. Я хочу лучше понять ваше племя. Судя по тому, как она опускает руку на пояс, она или не поняла смысла ваших слов, или они ей не понравились. Лучше? Это как? Прищуривается Кипеха. Я хочу знать про тех, кто пережил древний катаклизм. Она медленно кивает с осторожным выражением лица. За тобой много кто следит. Веди себя на Орио Каике осторожно. Руасара ждет тебя там. Она жестом приказывает одному из стражей опустить подъемник. Тебе удалось из досадной помехи превратиться в гостя. Если нужно будет достать что-то из вещей, вернись ко мне. Кипеха отходит от края утеса. То есть она наши вещи забрала, что ли? Ну, вроде наши вещи никто не забрал, и тоже хорошо. Так бы нам вот так пришлось пробиваться, что ли? Интересно. Спорщенные Каики. Пещера какая-то. Скала пестрит каменными выступами, высоко наверху виднеется силуэт развалин. Область изобилует упорами для рук и ног, но восхождение все равно отнимает уйму сил. Разведка безопасного пути может помочь снизить риски тяжелого подъема. Пусть кто-то изучит скалу. Эдер смотрит наверх и показывает вам те опасности, что ускользнули от вашего внимания. Вы замечаете, что в щели, куда можно было бы поставить сапог при подъеме, разместилось огромное вибрирующее гнездо ос. Щели. Вы замечаете выше отступ, который может стать опасным препятствием. Других значительных угроз не видно. Взобраться наверх. Вы начинаете восхождение, осторожно выбирая путь и стараясь избегать неочевидных опасностей. В последний момент вам удается избежать трещины с осиным гнездом и продолжить восхождение. Вы выбираетесь на выдающийся из скалы полог. Выступ должен выдержать вес взрослого, нужно обладать проворством, чтобы проверить, наверное, все-таки безопасный маршрут. Пускай отправим Эдера снова. Частичный успех. Тяжело дыша, поднимается по скале и с трудом достигает верха, а затем Эдер указывает вам безопасный путь. Эдер получает травму. Хрипя от натуги и радуясь возможности вновь очутиться на твердой земле, вы достигаете вершины скалы. Святилище Орио Каики.
Ну ладно. Не знаю, зачем я сюда пошел. Завороженный ремень Уана. Плюс 15 к резвости, плюс 1 выживание. Чаша переполнена недавно собранными плодами каеки. Складывается ощущение, что помощники Роосара стремятся делать все, чтобы поспевать за аппетитом Раанги. Положить наверх кучки испорченной каеки. Смотреть плод. Ладно, давайте пока ничего не будем делать. Мы просто запомним, что это возможно сделать. Вот, кстати, вождь. Широкоплечья женщина на троне смотрит вам в глаза. Ее лицо выкрашено белой краской, отчего она выглядит несколько зловеще. Из-за коптящих жаровин в помещении очень жарко, но она словно бы этого не замечает. Алет Торн, у нее лицо в боевой раскраске. Ты не думаешь, что... Россара бросает взгляд на Алота, он сразу замолкает. После этого она снова обращается к вам. Знаешь, что Кипеха погибла от твоей руки, но при этом ты входишь не через парадную дверь, Кипеха. Я Раанга этого племени без колебаний отправлю твою душу в пасть Тангалоа, если ты станешь угрожать моему народу. Давайте, короче, давайте все-таки зайдем через этот... Сейчас я просто проклацаю. Я, короче, хочу загрузиться и зайти все-таки через парадный вход. Не хочу я вот это вот делать, то, что мы сейчас делаем. Спуститься вниз. Мы еще сюда, конечно же, придем, если нам будет нужно зайти именно с этой стороны. Но я не хочу сейчас этого делать. Просто лучше не начинать с этими делами. Я так понимаю, что сюда мы могли бы пойти, если бы мы не договорились за счет дипломатии. С помощью хитрого механизма этот лифт можно поднять в плату, подняться на лифте. Подъем лифта сопровождается потрескиванием древесины и скрипом веревки. Нам говорят, что у нас очень необычный фонарь. Но здесь мы ничего не будем уже воровать пока что. Не думаю, что здесь прям что-то можно сильно получить. Лифт, утес, святилище. Лев, идущий в стену. Ты не знаешь. Кипеха. Акира, что еще? Нужно место, где я смогу отдохнуть. Простой камышовый коврик. Давайте отдохнем. Потому что он с травмой у Эдера, как вы помните. Где теперь ее можно найти? Снова. Знаешь что-нибудь насчет этого странного каики?
Хмурясь, она изучает фрукт в вашей руке, осторожно тыкая в него указательным пальцем. Каики качается взад вперед. Не надо это есть! Она делает сложный жест, оберегающий от зла. Он заражен. Оса-душитель отложила яйца в этот Каике. Она смотрит на лес. Я предупрежу остальных. Не ешь его, если не хочешь, чтобы личинки прогрызли тебе дыхательное горло. Что мне следует знать о местных? Бупара наш мистик. Он верит, что вся крепость развалится, если он не будет ежедневно свои обряды проводить. Что касается остальных, ты их и спрашивай. Я здесь не для того, чтобы твое любопытство тешить. Я хочу торговать. Тебе повезло, на острове только я торгую с чужаками. Трофей Куару. Звучность. Кольцо. Урон плюс 5 для заклинания. Интеллект, восприятие. Плод Каики. Фрукты. В общем, здесь можно, если что, закупиться. Пробужденная древесина и ядра у нее еще продается. А, кстати, для чего-то, по-моему, нам была нужна живая сталь. Это все для крафта чего-то надо, по-моему. Подождите, мы здесь не доходили. Видел краску на их лицах? Не знаю, может, конечно, я и видел, но пока вот я ничего тебе не могу сказать. Святилище. Снова. Так. Перед отрядом хмурящихся и сжимающих кулаки воинов стоит толстопузый мужчина. Напряженный, ведущийся приглушенными голосами спор прерывается, когда женщина во главе отряда выходит вперед, сжимая копье. Эдер, может, подарите нам копье? Алата, молчать, она кривится, глядя на Эдера. Чужеземец должен уйти. Орио Каики не купишь заморским браньем. Она взмахивает копьем, указывая наконечником на вас. Росара никогда этого не допустит. Где твоя уверенность в нашей ранге? Я же только прибыл, вы даже не дали мне шанса. Так, понимаю, есть какая-то проблема? Ты наша проблема. Мы не тащим всякую грязь в наш дом. Мы будем ничем не лучше чужеземцев, если Мотару станут привечать гостей, подобно злобным дикарям. Где же учтивость и гостеприимство в Ахаке? Его вопрос заставляет занервничать всех присутствующих. Раз так любишь чужаков, пусть этот скажет свое слово. Она сосредоточенно смотрит на вас. Я хранитель, посланник богов. Ого! Хочешь опровергнуть первое благоприятное пророчество Бурапа в этом сезоне? По лицу Апара медленно растекается улыбка. Он понимающе смотрит на вас. И если чужеземец обернется против нас, я говорю, я и тебя утащу в чрево Тангалова следом за собой. Она кривит губы, глядя на Апара. Остается молиться, что я ошибалась. Она кивает бойцам, чтобы те отступили. Приветствую тебя на Орио Каике от лица всех, кто еще не забыл о хороших манерах. Он вздыхает и косится на воинов, прежде чем вновь повернуться к вам. Визит чужеземцев всегда вызывает такой переполох? Икера, обстоятельства сделали нас несколько грубыми. Чужеземцы приходят с пушками, сетями и факелами, и приходят не разговаривать. Почему в Ахаке так беспокоятся за свою землю? Мы беспокоимся за все земли, которые торговые компании не успели украсть из-под трона Анеказа. Острова падут, если племена не вспомнят свое прошлое и завет Нгати. Завет Нгати? Нгати требует от своих последователей защищать острова, племена и сияющую Аду. Ради этого она наделила нас силой изменять ее угодья. Если мы не справимся, то лишимся этого последнего права у Аду. В Ахаке помнят это, а Каханга забыли. Что такого важного в прошлом? Мы очень многого лишились, когда архипелаг потряс катаклизм. Где-то среди этих островов существует место, где он насекается и прикусывает нижнюю губу. Икера, извиняюсь, но говорю, что с меня довольно. У меня были другие вопросы. Что ты можешь сказать мне о Роосаре? Она ранга и сила нашего племени. Он выпрямляется и горделиво улыбается. Никогда не видел ее без Каики в зубах. Она даже в бой берет с собой сумку плодов. Отважная, целеустремленная и очень голодная. Такая она моя Роосара. Вы с Роосарой женаты? Апара смущенно смотрит на вас, а потом раздражается смехом.
Как же чужеземцы любят свои клятвы. Лана образуют пары, но для этого нам не нужны ни писанина, ни свидетели. Когда Руасары вдруг приходит мысль, что мы должны спать под одной крышей, ночь выходит жаркой. Некоторые полагают, будто я оказываю влияние на ее решение, но это не так. Мой хребет слишком хрупок для такого груза ответственности, я говорю. До свидания. Так, это была пара. Алло смотрит на вас с улыбкой, будто у вас двоих есть какая-то тайна. Впервые за долгое время я чувствую уверенность в своем пути, в своих поступках. Все благодаря тебе. Возможно, ты бы чувствовал себя по-другому, правда? Я так редко чувствую себя уверенным, особенно когда дело касается конфликтов богов и смертных. Но ты всегда такой уверенный. Ты откуда-то знаешь, что нужно делать, и ни минуты не колеблешься. Мне это нравится. Я просто стараюсь помочь всем, кому могу. Именно это я и хотел сказать им, складывая руки. Я не уверен, что могу доверять твоим решениям. Мой собственный опыт охоты за свинцовым ключом говорит мне, что твоему положению сейчас не позавидуешь. К чему ты ведешь? Я хочу сказать, что раз уже нас зажало между богами и колесом, я рад, что ты рядом. Как спасибо. Теперь прошу меня извинить, мне нужно свериться со своим гримуаром. Он откашляется, внезапно смутившись. Ну, видимо, это был романсинг однополый. Так, ну давайте с Салата поговорим. Не лезь в мои дела, чужеземец. Ну, понятно, они не очень хотят с нами разговаривать. Так, с Кипехой мы уже говорили. Вот получается второй путь сюда, видите. Давайте тогда посмотрим, что у нас тут. Тут что-то растет, судя по всему. Ну, получается, все, кроме святилища, мы уже обследовали. Ну ладно, тогда пошли в святилище. Но судя по тому, какой там длинный был диалог, то, скорее всего, ребят, продолжим мы уже в следующей серии. Сейчас мы просто с вами сохранимся. Вот, сегодня мы неплохо поисследовали. Вообще, получается, мы почти исследовали всю карту. Конечно, да, есть много мест, которые мы пока еще по уровню не можем себе позволить. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это все время. Ну, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.